Так, ребят, всем привет. Я видела ваши просьбы посмотреть про уничтожение скота. Вот, конкретно сейчас вроде как в Новосибирской области это идет, и в других областях вроде тоже как это все начинается, не начинается. В общем, меня попросили посмотреть, что это такое, да, вы просили, что кто это делает и зачем. Очень много сейчас вокруг этой истории ходит и слухов и всего, в том числе то, что это выполнение глобальной повестки. В общем-то, многие люди так и воспринимают это уничтожение как глобальную повестку, то есть выполнение поручения а-ля Шваба и компании, да, там того, что происходит сейчас в Европе, там СО2, там и так далее и тому подобное. И я хочу сегодня посмотреть на тонком, правда ли это, вот, и какова настоящая причина, да, того, что происходит. По первости могу сказать то, что я уже в Телеграме озвучивала у себя небольшое голосовое, я скидывала. Кто подписан на Телеграм, тот знает, что я там уже кидала такой спойлер, что в первую очередь, когда только вот эти слухи пошли о коровах и вообще новости, то я первое, что посмотрела, это связано ли вот это вот происходящее, да, с животными, связано ли это все с глобальной повесткой и с тем, чтобы уничтожить вот сельское хозяйство там и так далее и тому подобное. Мне сразу пришло, что нет. То есть Шваб и компания, вот эти все там вещи по типа СО2 там и прочее, вообще никак в этом не замешаны. То есть как будто даже наши как-то наоборот против этого всего, ну против чего, да, то, что в первую очередь, так как наша страна сидит на вот этой нефтяной игле, скажем так, да, то все эти повестки СО2 там и прочее, в первую очередь очень сильно как раз-таки угрожают экономике России, поэтому вот наоборот идет даже противостояние против этой повестки, причем противостояние во главе с Китаем, с учетом того, что Китай, он тоже такой страна, которая потребляет очень много энергоносителей, и, соответственно, с учетом того производства, да, которые ударными темпами идут в Китае, то есть вот этих выхлопов СО2 условных, да, и там и прочее, там их просто катастрофически много, да, что в том числе Китай очень много выращивает продукции сельскохозяйственной, и мне идет, что там используется СО2 для того, чтобы как-то растить эту продукцию. То есть я не знаю, но как будто там даже специально как-то вот этот вот СО2 в виде чего-то запускают как в парники или что-то, где вот выращивают эти помидоры, прочее, то есть каким-то образом это все влияет. И там как бы понимают, что вся эта углеродная повестка вообще, да, вот это против СО2 и все, это для того, чтобы на самом деле поработить, то есть для того, чтобы не дать, в том числе государствам каким-то, да, какую-то свою независимость обрести в том числе, то есть сделать их зависимыми от чего-то, потому что вот опять же идет, знаете, угроза пищевой безопасности. Вот я как смотрела про Россию ролик, кстати, кто не посмотрел, посмотрите. Оно не загрузилось на все платформы, не прошло. В ВК нет, но оно есть на Дзене, есть на Бусти, по-моему, и на Ютубе тоже. Вот, поэтому, кто не смотрел про будущее России, спрашивали меня, да, посмотрите Россию, вот я посмотрела, и предыдущий ролик как раз-таки про это. На каких платформах найти его можно, я уже сказала. Так вот, я там говорила о том, что вот у них, у Запада, да, условно, то есть у них есть такая штука, что лишить продовольственной безопасности. Очень-очень важно вот это. И я рассказывала, как они это делали до этого, то есть какие там бумаги подписывались, какие еще что-то. Вот. И тут как будто, знаете, тоже, как будто не сработали какие-то планы, вот, и нужно сделать угрозу какую-то. Вот, знаете, они считали, что введя санкции, да,
они создадут как раз-таки угрозу вот этой национальной экономической безопасности, пищевой безопасности в том числе, что цены на еду очень сильно вырастут, да, что еда станет недоступной, то есть что людям просто голод какой-то настанет в стране, да, такой искусственный голод, потому что типа вот полки, реально полки магазинов должны были опустеть. Вот такое идет. То есть вот эти санкции, они должны были произвести эффект вот искусственного голода, создания искусственного голода. И даже не обеднение экономики, а типа, что вот реально полки магазинов пустые и нечего есть людям, да. Вот такое. Но этого не произошло. Потому что к этому готовились заранее, как я и сказала, к этому готовились очень сильно заранее. То есть какие-то договоренности были уже оформлены далеко до, чтобы прям вот когда это наступит, прям молниеносно подписать, молниеносно сделать, молниеносно вот прям это. И поэтому оно и не произошло. И здесь из-за этого не удалось сломить. Вот, то есть выиграть войну, вот это, да, противостояние, они хотели при помощи экономики, то есть вот того, чтобы сломать экономику, да, вызвать внутренний голод, и из-за этого, то есть, ну, по сути, они и не думали о том, вот страны, да, НАТО, наверное, или Европы, там вот эти вот все США, даже не надеялись на то, что Украина сможет выиграть на земле, да, вот эту войну. Поэтому они хотели ее выиграть экономически, то есть начать, что эта война развязалась, да, они накладывают санкции, создается искусственный голод, то есть экономика проседает, и, естественно, уже какие-то вот, ну, смотреть на то, что происходит на вот рубеже, где, ну, вот эти военные действия, никто не сможет. То есть и там уже спокойно вот это вот войска, да, вот Украины, они идут, захватывают эти территории и уже даже заходят на, ну, то есть заходят вместе с войсками НАТО на территорию России. Вот изначально план был таков. Но вот этого голода не произошло. И я уже рассказывала, да, о том, что вот когда я смотрела про коров и то, что произошло, да, потому что там говорят, что какая-то непонятная болячка, да, и вот якобы для профилактики коров убивают. Вот, так вот, я увидела, что это очень сильно похоже, да, то, что происходит. Похоже с тем, что было, когда вот у меня есть маленький короткий ролик, он на Бусти, он в открытом доступе, все там называется «Эпидемия холеры». И я там рассказывала, что хотели вызвать эпидемию, да, а на самом деле, ну, бросили в реку там что-то, да, вот, и, ну, дебилы-исполнители, то есть, ну, вот кто это придумал, ну, просто были идиотами, потому что они подумали, что это будет хорошая идея, а на самом деле не поняли, что река-то течет к ним туда вниз, а не наверх, не наоборот. И в итоге вся эта холера, то есть, ну, вот это вот, то, что они сбросили, потекло вниз, и отравилась, наоборот, другая территория, да, то есть сами же себе, вот тот, кто это делал, сук, на котором сидит, да, вот, потом уже такого не делали, но сейчас то, что происходит с коровами, ребята, мне идет четко, что это завезли, что-то завезли, какие-то фуры, я не знаю с чем, фуры то ли с мясом, то ли с вот что-то, короче, вот связанное с агрохолдингом, да, было завезено, вот именно фуры, и в этих фурах было что-то отравленное. То есть это что-то, знаете, вот как чума, как холера. То есть это действительно какая-то болячка, которая может произвести какой-то коллапс. Это очень какая-то серьезная болячка, я не знаю. Вот идет как сибирская язва. Я не уверена, что это именно вот сибирская язва, я не буду говорить, но она имеет такую же опасность. То есть это что-то такое наиболее опасное, что может просто вызвать какой-то коллапс, очень серьезный коллапс. И эту штуку нам завезли, то есть ее не было, она не вспыхнула случайно, нам ее завезли в каких-то фурах.
и уже что-то было инфицировано этой болячкой. И это корма, скорее всего, я не уверена, но похоже на корма, которые были где-то проданы, то есть где-то проданы, где-то они пошли уже вот, ну, гулять, грубо говоря, да, и это реально может уничтожить, то есть как-то очень сильно подорвать вот сельскохозяйственную структуру всей страны. То есть вот именно эта попытка как раз-таки искусственно, опять же, создать то, что они и хотели, потому что они не могут выиграть на земле, но то, что они не смогли сделать при помощи санкций, они сейчас пытаются таким образом сделать. То есть я уже говорила, что они всеми правдами и неправдами пытаются вот не идти на этот мирной договоренности, да, и все-таки выиграть эту войну. И в том числе, то есть они это делают вот такими ужасными способами. То есть там действительно вот какая-то очень серьезная штука, вот как сибирская язва идет. Очень опасная инфекция, и то есть об этом не говорят, то есть об этом узнали на каком-то очень-очень высоком уровне, причем узнали, потому что каким-то этим кормом накормили животных именно в животноводстве, то есть где какая-то, ну, я не знаю, какой-то огромный завод или какая-то ферма, да, где вот именно выращивают животных, знаете, как будто по коровам основной удар-то и был, потому что коровы — это и мясо, и молоко, и творог, и сыры, и все-все-все. То есть вот именно молоко коровье, из него можно изготовить очень-очень много продовольствия разного вида, и это продовольствие, которого очень-очень много. То есть это не просто вот как ты, я не знаю, свинку выращиваешь, и вот много-много тратишь, да, это только мясо. А здесь именно корова живет, да, и она дает очень много молока, она дает очень много всего. То есть ты из этого можешь делать сыры, творог, там то, а потом уже когда, ну, не знаю, там приходит время, да, то есть она там рожает телят тут же, да, и все, и там какие-то части этих телят идут на то, что, ну, на мясо, грубо говоря, да, какая-то часть, опять же, это коровки, которые будут старых коров заменять, да, новое молочное, вот, и так далее. То есть это наиболее какое-то очень-очень много еды получается. И, скорее всего, это именно корма, вот, которые для коров, я не знаю почему, вот какие-то корма. Почему-то мне упорно идет сибирская язва. Я не знаю, я не уверена, что это прям язва вот это, но вот что-то прям вот такое же опасное. Вот это вот что-то такое опасное, очень сильно опасное. Я не вижу, чтобы оно было как-то опасно для человека, может быть, но то, что оно может уничтожить все поголовье скота, просто повалить, это да, вызвав вот этот искусственный голод. Когда животные просто как вот чума идет, да, и вот они прям умирают все. И где-то закупили этот корм, какой-то мясокомбинат, я не знаю, да, какое-то вот крупное причем производство, они докупили этот корм, то есть они его не закупили полностью, они докупили этот корм, им что-то не хватало, они докупили этот корм, и получается, что вот они накормили животных, то есть эту добавку какую-то добавили в корм или что вот, и у них просто скотина померла. И начали выяснять, что случилось, и вышли на то, что вот этот корм, что он заражен, инфицирован, то есть лаборатория вот эта нашла что-то в этом корме. И я вижу, что приезжают туда какие-то люди с Москвы причем. Это какой-то очень серьезный прецедент, все понимают, что это такое, да, все понимают, что это, ребята, я вижу Украину. Вот я вижу Украину, я вижу Зеленского, вот его вот этот вот тупое надменное лицо, которое вот придумывает вот этот грандиозный план. И он причем согласует этот план вот с вот этой Урсулой почему-то, вот она идет, то есть, ну, видимо, вот этот Европарламент. Они абсолютно не понимают, знаете, такое ощущение, что вот они какие-то, я не знаю, у них что-то с головой не так, то есть они как будто, знаете, они вот, я вот что-то хочу своего добиться, а после меня хоть трава не расти, то есть
они даже не понимают, что они таким образом могут какой-то мировой даже коллапс, да, вот создать. То есть, что это вот какая-то вот эта язва может пойти прям не только по буренкам, которые находятся вот на территории этой страны, но и вот как вот, я говорю, как вот с этой ситуацией, которая с холерой, то есть, что оно же и к тебе придет. И у тебя все убьет, а потом ты будешь кричать, какой он плохой, вот это вот случилось у меня, хотя изначально ты был тем, кто это сделал. Это, ребята, провокация. Это даже не провокация. Провокация это когда вот провоцируют на что-то. А здесь я даже не знаю, как это назвать. Но вот это реально, как в свое время, да, вот эти клещи. Вроде же говорят их Япония, да, ну, я не знаю, я не смотрела на тонком, но во время там Второй мировой, да, вот этот клещевой энцефалит, то есть что это японцы вроде как создали этот энцефалит, заразили им клещей и кинули на территорию, да, для того, чтобы она валила именно коней и людей, грубо говоря. Это ужасно, но я вижу Зеленского. Вот это как будто его идея тупая, вот как будто вот это его идея тупая, то есть, понимаете, человек настолько болен психологически, я не знаю, что он готов вот, ну, уничтожить весь мир, просто, ну, какой-то прецедент такой создать. Это как чума, я вот говорю, это как чума какая-то, от которой там люди полегли там миллионами, да. Но это касается именно поголовья скота, не людей. И он готов вот это сделать, лишь бы вот просто свое вот это брюхо почесать, понимаете, эго свое погладить. Он вообще не видит, вообще нет соприкосновения с реальностью у человека, он вообще даже не понимает, он не отдает отчет своим действиям, не отдает отчет последствиям своих тупых решений, потому что по-иному это назвать я не знаю как. То есть когда, знаете, такое ощущение, когда вот мир веками там боролся с какой-то эпидемией, ну, допустим, чумы, да, и наконец-то ее победил, то ради своего эго тупого его, чтобы его потешить или как-то вот почесать, да, взять и запустить эту эпидемию в стане врага, ну, то есть надеясь на то, что до тебя она не дойдет. Это надо быть просто идиотом. В общем, вот так, ребята. То есть это, да, грубо говоря, просто один из способов войны, очень-очень грязных. То есть даже, я не знаю, как грязная ядерная бомба или что-то, но это нарушение всех вообще, понимаете, законов военного права, военного времени. То есть распространение, вот не знаю, мне опять идет сибирская язва почему-то, но я не уверена, что это прям это заболевание, но оно какое-то вот точно такое же опасное, и никто не говорит о нем, то есть его пытаются вот эту вспышку подавить на корню. Смотрят, куда именно направлялись вот эти корма, да, то есть куда они продавались, где вот это вот все. Это все как-то в очень строжайшем запрете идет. Куда они продавались, какие вот регионы, все, и вот там вот просто без разбора реально будут уничтожаться. До того даже, как вспыхнет это, потому что это что-то очень-очень такое, очень опасное. Вот такое идет с тонкого. Это не глобальный заговор, ребята. Ну, если мы только можем назвать глобальным заговором то, что у одного кретина конкретного с его подружкой нет мозгов, то да. Но это из биолаборатории вышло, где изучалась вот эта вот болячка. Было вывезено под предлогом того, что вот этот биоматериал перевезется в другую лабораторию для исследований. То есть те, кто предоставил этот материал для исследования, да, они даже не знали, куда на самом деле этот материал везут. Они были уверены, что они передают ее вот этот биоматериал в какую-то другую биолабораторию, в которой уже дальше будет идти исследование вот этой болезни, чтобы разработать, то есть какую-то иммунку или что-то такое, да, какое-то лекарство для того, чтобы, ну, вот вспышки вот эти вот больше, ну, победить, скажем так, раз и навсегда, да, вот. Ну, вот это как споры какие-то, знаете, вот как споры грибов или что-то такое, я не знаю. То есть бактерии, может, споры грибов или споры какие-то вот эти вот. Ну, какие-то мешки, да, какие-то мешки. Почему-то как туши животного частично. Я не понимаю.
Возможно, что каких-то животных заразили этими спорами сначала, да, потом, грубо говоря, ну, я не знаю, вот из того, что от них осталось, да, заразили как-то вот эти корма. Я не уверена, но что-то идет, что, ну, как-то опробовали или что вот. Что-то сделали и вот заразили, что-то заразили и повезли. То есть как подложили где-то этот груз. Там это тайна, вот какой-то, опять же, идет вот СБУ, да, вот как будто операция была вот СБУшная. Прям вглубь, что повезли. Вот как с этими фурами, знаете, откуда дроны вылетели. Вот такая же вот не провокация, а вот внутрь в стан врага, да, вот такой пуф там типа. Но это уже переходит, это, знаете, это как реально грязную ядерную бомбу взорвать, потому что, ну, здесь это угроза мировой безопасности, ребята. Тут даже угроза мировой, я бы сказала, даже это угроза мировой производственной, продовольственной безопасности, а не только продовольственной безопасности России. И вот мне идет вот тупой хлебальник Зеленского. То есть эта идея как будто была его. Причем он ее считает гениальной. Гениальнейшая идея. А то, что эта болячка может вспыхнуть. Даже то, что этот биоматериал там они как-то использовали. Причем абсолютно вообще по-тупому, даже не понимая, насколько он опасен, да, использовали там на этой территории на своей. То есть там следы этого биоматериала, то, что они могут там куда-то там, я не знаю, в воду просочиться, еще что-то, и там это может вспыхнуть, вот эта хрень, именно на территории Украины, ни у кого даже мозгов не хватило. Ну, вот как будто вот, ну, знаете, вот идиотизм конченый, извините меня за выражение, потому что, ну, настолько долбанавтами быть, это надо еще научиться. Как бы, в принципе, я думаю, и так понятно, да, но там что-то, ребята, реально опасное, и это сейчас пытаются, ну, прям пытаются на корню, да, вот прям вот эту вспышку на корню задушить. И все именно вот в тех регионах, в которых было распространено какое-то вот эта поставка, да, чего-то. Вот, и, то есть, и либо это добавка какая-то в корма, либо хрен пойми, короче. Но как будто полностью, знаете, вот никому ничего не говорят, пытаются это все ликвидировать прям вот, ну, вспышкой, да, точно, потому что, во-первых, почему-то, опять же, жалеют, ну, это мировой скандал, да, какой-то вот может произойти из-за этого, из-за того, что, ну, вот если сказать, что вот такой инцидент, да, был, это прям какой-то мировой скандал будет очень серьезный, но им он не сильно сейчас выгоден, то есть они как будто это, знаете, как туз в рукаве прячут, да, то есть туз в рукаве, который, когда надо будет, они прям вытащат, что вот такая штука была, да, и как будто они покажут, что вот это могло бы вот такое-такое, и что если вот, ну, что-то там не согласятся, то есть это как очередной туз в рукаве они держат, это во-первых. Во-вторых, они сейчас не говорят о том, что это такое, откуда оно пошло, да, вот тишину какую-то пытаются соблюсти для того, чтобы паники не вызвать, потому что как будто вот эта штука, она настолько у всех на слуху, особенно кто занимается животноводством, то есть это какая-то вот, ну, вот прям серьезная угроза, которую, если, ну, сказать о ней, да, это вызовет какую-то невероятную панику, это невероятный какие-то там писец какой-то будет. Поэтому это стараются ликвидировать до того, как вот именно пойдет вспышка, да, именно до того, как пойдет какая-то, ну, первый случай там или еще чего-то, то есть как бы вот прям на корню пресечь, да, это все, чтобы вот оно как будто сделать это, и даже как будто и никто и не понял, что это было, да, но зато вот эти все лабораторные образцы, вот это все, кто куда ездил, что кого, все это сохранится и как бы вот останется тузом в рукаве. Но они не то чтобы не хотят молчать, потому что вот они там, людей там пофигу, да, нет, они просто не хотят паники и пытаются эту ситуацию на корню, то есть на корню вот уничтожить до того, как придется, вот, ну, до того, как появятся какие-то первые инциденты, вот, скажем так. Вот такие, ребята, новости. Не знаю, как вам
Хотелось бы, конечно, да, наверное, многим, чтобы это просто так было, или поверить в то, что там это действительно все вокруг плохие, поэтому это происходит, и что это там по зову глобалистов все, но нет. Это все нет. Это чистой воды очень-очень серьезное нарушение всех международных прав, да, в том числе вот этих вот о ведении войны и так далее. То есть это угроза международной безопасности. Вот то, что они делают сейчас, это играют грязно, да, по всем фронтам. То есть попытка втянуть балтийские страны, я об этом тоже, кстати, сказала в Телеграме, вот, что мы сейчас, да, вот как я видела введение, я записывала ролики про то, что ждет страны Европы и так далее, в том числе я останавливалась на странах вот этих Прибалтики, где я говорила, что их пытаются втянуть в войну, втянуть в то, чтобы на их территории тоже начались какие-то военные действия, вот, чтобы НАТО ввязать в войну, ну, а там вы не думайте, что немцы пошлют там своих каких-то солдат там или англичане или еще кто-то, нет, этого всего не будет, просто уже будет, что вот угроза общей безопасности НАТО, мы просто теперь можем бедных несчастных вот этих вот латвийцев, эстонцев накачивать оружием, как это было во времена Украины, да, и дальше воевать уже их спинами и руками, ну, с тем учетом, что там население всей Латвии равно населению Ростова, да, вот, я не знаю, на что они там рассчитывают, но, тем не менее, факт остается фактом, то есть эти страны просто хотят их территорию, да, то, что на ней происходит, просто превратить в очередную мясорубку, куда будут в деньги вкачиваться, куда будут танки вкачиваться, и будет просто использована живая сила. На самом деле, если смотреть, да, как они относятся к этим странам, то это просто бесполезные люди, да, которых они будут использовать для того, чтобы просто как мясо, да, вот. Это вот то, как видят вот это вот Европарламент, так называемый, и прочее, да, вот. И вот эти вот провокации, вот эти дроны, ну, то есть я записывала это далеко до событий последних, да, и сейчас мы можем видеть, как все мои прогнозы, то, что я видела на тонком, да, про то, что будут эти страны Прибалтики именно ввязывать в эту войну, все это сбывается. Вот, с учетом того, что сейчас через их территорию дроны летят там в Питер, в Москву, да, и так далее. То есть, и это откровенная провокация и попытка, конечно же, втягивания в НАТО в Москву, попытка провокации на то, чтобы на территории этих стран тоже начались какие-то вот эти противостояния, да, чтобы Россия как-то на это реагировала. Но, как я и говорила, Россия не будет на эти провокации реагировать, потому что она не дурная давать то, что надо, да, вот этим странам НАТО. Поэтому Песков так и ответил, что ну вот, эти страны используют в темную. Хотя, конечно же, он понимает, что нифига не в темную, что так оно и происходит. И дальнейшее, как я понимаю, это не первый случай, да, не первый инцидент и не последний, то есть будут еще инциденты какие-то, которые потом, в свою очередь, уже повлекут недовольство граждан этих стран, потому что они не дебилы. Я надеюсь, они понимают, что чем пахнет, да, и к чему это все может привести. И я думаю, что там начнутся какие-то противостояния, то есть недовольство людей, да, и их противостояние с политиками. Но я не вижу там массовых, может быть, каких-то разборок или еще что-то, но что-то там будет. В общем, как-то так, ребята. Пишите комментарии, да, что бы вы хотели, чтобы я еще посмотрела на тонком, что вас интересует. Но у меня на этом все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ВК, также Дзен, вот, чтобы не потеряться, Рутуб. Вот, не забывайте, что у меня есть такая площадка, как СК.
Солнечный клуб на основе Телеграма, где проходят прямые эфиры, можно будет увидеть меня вживую. Вот, там я разбираю те темы, которые интересны ребятам. В последнее время мы разбираем города, различные территории, смотрим их на тонком, очень много интересного просмотрели. Действительно, сами не ожидали, и я не ожидала, и ребята не ожидали, что настолько это будет прям очень-очень интересные просмотры. Ну и также, если кому-то захочется проработать какие-то свои личные моменты, можете написать на почту. Там мой администратор расскажет вам и объяснит, как это можно сделать, да, как со мной встретиться. Ну, у меня на этом все. Всех обнимаю, люблю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.